Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такой очень интересной и необычной термосумки. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива я подготовила вот такое термополотно, которое я шила ранее и показывала подробный мастер-класс. Для тех, кто не видел или пропустил, ссылка на него будет в описании под этим видео. Размеры моего полотна 83 на 39 сантиметров. Сразу хочу сказать, что именно такую термосумку, именно из такого полотна вы сможете сшить только в том случае, если ваша машинка легко прошивает толстые или супер толстые материалы. Я шила на своей бытовой машинке плюс на промышленной для легких и средних тканей, и говорю честно, говорю как есть, мне было нелегко. Каждый момент я вам расскажу и покажу, также сакцентирую ваше внимание, что нужно учитывать при других параметрах. Смотрите видео внимательно, и все будет ясно и понятно. Далее подкладка. Я выбирала между вот этими двумя плащевками. И так как плащевка бывает разной плотности, соответственно, она по-разному отталкивает, либо же не промокает, то как я ее тестирую? Вот я беру воду, и вы видите, что я не просто брызгаю, а вот так прям не жалея, ну, можно сказать, наливаю воду, да, и жду. Вижу, что, например, на вот этой зеленой плащевке уже, да, если бы это были капельки дождя, то они бы скатывались и все было бы отлично. То если эти капельки полежали, то она вот так намокает, в отличие от серой. Вы видите, что серая держит воду лучше. Я не скажу, что серая абсолютно непромокаемая. Нет, она тоже промокнет со временем, но воду она задерживает лучше, поэтому для пошива я выбрала именно ее. На плащевке я сделала разметку по таким же размерам, как и основное полотно. Далее по этой разметке делаю мелкую строчку, вот такую. Я так делаю всегда с легкими и сыпучими тканями, тогда с ними намного проще работать. Далее, отступив 1-2 мм, вырезаю. Далее я готовлю промежуточную деталь, которая будет между основной деталью и подкладкой. Она состоит из трех слоев. Спанбонд 100 грамм на квадратный метр армированный. Далее упаковки из-под кофе и еще один спанбонд, такой же 100 грамм на квадратный метр, и он армированный. Эти все три слоя я просто вот так хаотично прошила для того, чтобы они не смещались и держались такой одной деталью. Итого у меня получилась основная деталь, вот это промежуточная и подкладка. Все они одного размера. Далее я буду вырезать и показывать вам только на основной детали, но на остальных я вырезаю и делаю все точно так же. Отступив от края 25 сантиметров, делаю разметку и отрезаю. Это задняя деталь сумки. И я рекомендую сделать вам ее больше, хотя бы 30, а лучше 35, так как при 25 сантиметрах мне было очень сложно, я бы сказала тяжело вывернуть деталь на лицевую сторону. Когда я буду это прошивать и выворачивать, я еще раз акцентирую на этом ваше внимание. Поэтому рекомендую именно эту деталь делать шире. Отрезала. Теперь отступаю от верха. Причем верх может быть абсолютно любой, с какой стороны вам больше нравится. Это будет крышка. Отступаем 11 сантиметров. 11. Опять же делаю разметку и отрезаю. Отрезала. Теперь готовлю молнию. Я буду шить с рулонной молнией, поэтому готовлю. У меня она черного цвета. И также нам понадобится два бегунка, так чтобы они закрывались навстречу друг другу и открывались, соответственно, в две стороны. У меня молния номер 5 и два бегунка, соответствующие ей. Теперь берем нижнюю деталь. Накладываем лицом к лицу молнию и основную деталь. Вот молния лицом к лицу. Теперь берем
подкладку. Вот она, смотрите, у меня тоже есть лицо, изнанка. И накладываю лицом вниз. То есть у меня лицо подкладки к лицу основной детали. И сверху подкладки накладываю промежуточный материал. Все эти слои вместе с молнией я прошиваю. После того, как прошила, обязательно отутюживаю, отгибаю. И здесь, так как у меня очень много слоев и отстрочку сделать неудобно, у меня есть небольшая деревянная досточка и также молоток для плитки. Не металлический молоток, потому что он оставит следы. Вот таким небольшим молотком для плитки вот так стучу. Эта деталь будет более плоской и так будет удобнее сделать отстрочку. Отстрочку буду делать обычной прямой строчкой. В начале и в конце закрепка. Длина стежка 3,5 мм. Иглу поставила универсальную номер 100, вот такую, но лучше взять иглы для джинса. Далее саму отстрочку мы, как правило, делаем вот тут, но здесь у нас такая толщина, что я не рекомендую. Отстрочку буду делать примерно 1,5-2 сантиметра от края. Ну вот так, чтобы толщины вот той, которая там есть, у нас не было. Если вы новичок в шитье, то такие плотные изделия я вам шить не рекомендую. У меня есть альтернатива, которую я вам покажу в конце этого видео. Ну а я уже прошила и сейчас покажу, как отстрочка выглядит на обратной стороне. Вот так, мне очень нравится. Так, теперь переходим к пошиву верхней детали. То есть нам нужно ее пришить к молнии. Для этого берем промежуточную деталь, на нее изнанкой накладываем подкладку, то есть чтобы подкладка была лицом к нам, лицом вверх. Основную деталь лицом к лицу молнии и подкладку вместе с промежуточной деталью вот так подкладываем. Все эти слои вместе выравниваем и прошиваем. Прошила, проутюжила, а также уже сделала отстрочку. Теперь мне нужно одеть два бегунка навстречу друг другу. Вот так заготовка сейчас выглядит на изнаночной стороне. Теперь берем ту самую первую деталь, которую мы отрезали, точнее 3 таких детали. Совмещаем подкладку с промежуточной. Можно по краю зафиксировать прямой строчкой. И деталь из основного полотна. Вот так лицом к лицу, а эти две детали вот так вниз. Подкладочная ткань лежит лицом вверх. Прошиваем. Прошила, отутюжила. Теперь вот эту длинную деталь, смотрите, я вот так складываю несколько раз и совмещаю вот эту деталь длинную и вот эти две таким образом, чтобы длинная была по центру. Вот так. И вот так. Прошиваю. И вот тут как раз это то, о чем я говорила, что вывернуть эту деталь именно из этого полотна мне было крайне сложно. Сейчас с правой стороны вы видите, какие у меня красные руки и какой процент я только вывернула. Я не говорю, что это невозможно, но это сложно. Поэтому, чтобы такого не было, делайте эту деталь шире. Но и после того, как я все-таки это вывернула с двух сторон, вот эти две детали я просто прямой строчкой фиксирую для удобства. Теперь выравниваю по вот этим швам, вот тут, и делаю либо надсечки, либо в моем случае я просто поставила портновские булавки с одной и со второй стороны. То есть 4 булавочки у меня тут стоят. Далее складываем эти булавки вот таким образом. Смотрите, одна к одной. Все выравниваем. И сейчас нам еще нужно это зафиксировать. Так как у меня здесь, повторюсь, в 100-й раз толщина, и здесь нам нужно сделать квадратики, и так, чтобы они были одинаковые со всех сторон, то вот так прищепками, как минимум по центру, с одной и со второй стороны нужно зафиксировать обязательно.
Теперь делаю разметку квадрата. Мой квадрат 6 на 6 сантиметров. Так делаю со всех 4 сторон. Вырезаю по слоям. Вот так с одной стороны надрезала, со второй и далее вот так. Теперь нужно сшить вот эти детали с одной и со второй стороны. Прошила, далее нужно обработать швы, и это можно сделать той же тканью, из которой вы шили подкладку, либо же воспользоваться вот такой окантовочной лентой. У меня ленты в тон нету, поэтому я буду обрабатывать подкладочной тканью. С одной стороны я пришила на швейной машинке, кстати, пришивала уже на промышленной, хотя она у меня для легких и средних тканей, но я поставила иглу для джинса номер 110. И вот так на обратную сторону заворачиваю и тут уже прошиваю вручную. Не потому, что машинка не справится, а потому, что мне так больше нравится. Я люблю, когда обратная сторона бейки пришита вручную. Далее, вот тут вы видите, что я срезала вот эту часть, потому что когда мы складываем уголочки, вот тут нам нужно еще прошить. Поэтому с каждой стороны вот тут уголки я максимально срезала. Так, детали мои окантованы. Вот так это аккуратно выглядит. Смотрите. И теперь мне остается совсем немного. Складываю уголочки. Вот так. Вот тут можно опять же таки простучать молоточком и прошиваю. Прошила. И вот так это выглядит вверху, внизу. На этом этапе обязательно нужно открыть молнию. И мне остается окантовать таким же способом все 4 уголка. И вот так это выглядит. Теперь мне остается вывернуть, и на этом этапе, конечно же, это сделать уже намного легче, так как молния хорошо открывается, доступ большой, поэтому вывернула. И также готовое изделие обязательно отутюжила. Вот так это все выглядит. Мне очень нравится, несмотря на то, что было шить нелегко из-за плотности, из-за толстых швов. Но я справилась и безумно рада результату. Мне очень нравится. Смотрите, молния. Очень удобно, что открывается в 2 стороны. И, кстати, я ручку не делала специально, она мне не нужна. Но вы можете сделать ручку, ее просто нужно вставить на моменте зашивания уголков. Ну вот в верхнюю часть. Многие будут спрашивать ее вес, поэтому решила сразу же показать, ну и сама проверить. Ставлю линеечку для удобства и включаю весы. Так, чтобы было видно всем. Ну и ставлю 553 грамма. Много это или мало, каждому свое. Но при таких размерах я бы сказала не маленьких и небольших, средних 30 сантиметров. Здесь у нее где-то 15-16. Ну, с учетом, что края неровные, то сложно как бы оценить. Ну, то есть примерные размеры, да. Ну и здесь у нас 24 в высоту. Опять же, кто-то захочет меньше, кому-то нужно больше. Каждый сошьет для себя свои идеальные размеры, свое идеальное полотно. Главное, чтобы оно подходило именно вам. Также еще хочу показать плотность полотна. Для этого я взвешиваю свой брусочек 483 грамма. И сейчас я его вот положу на сумку. Сумка пустая. Смотрите. Ну вот просто, не знаю, вот по плотности она идеальная. У меня даже есть видео, в котором я шила чемодан. И вот если бы чемодан был вот такой плотный, было бы прям идеально. Ну, честно. Смотрите, я просто не сильно... Я и так, чтобы хорошо было видно, хорошо понятно. Ну, смотрите.
Идеально. И я хочу еще вам показать тест. Это у меня обычная термосумка. У меня есть два градусника, которые почему-то показывают разную температуру. На 1 градус, но это не важно, да, то есть у меня вот на одном 21, на другом даже на одном 22, на втором 21, ну, в общем, примерно плюс-минус этот, на котором больше градусов, я ложу в новую сумочку, эту сюда, и в эти сумки для одинакового результата я хочу положить два одинаковых вот таких аккумулятора холода. Они небольшие, но в принципе для теста этого вполне достаточно. Главное, что они одинаковые. Ну и вот я вот так вкладываю один. Смотрите, и, кстати, расстояние от аккумулятора льда до градусника, ну, плюс-минус одинаковое. То есть это не так, что я один там где-то глубоко положила, один так. Ну, вы все и так видите. Мне лично самой было очень важно и очень интересно. Поэтому, ну, для чистоты эксперимента, как говорится, я все делала на совесть. И, конечно же, мы с вами засекаем время. Так, я проверила, ничего ли там не сдвинулось. Сумки я не сдвигала. Время засекаем 2:30. Теперь на часах практически прошло 2,5 часа. Мне уже не терпится смотреть. И что мы видим? Температура падает. И меня это, ну, понятно, это термосумка. Теперь тут для меня был очень волнительный момент, что происходит в моей новенькой. И, конечно же, она меня очень и очень радует. Но я закрываю еще и продолжаю эксперимент. Не переживайте, долго это не будет. Смотрите, начало 9, ну то есть если в 2:30 я положила, ну то есть прошло, ну, много времени с учетом, что аккумулятор очень маленький. И все. Тут я вижу, что уже температура начала подниматься. Ну, то есть к исходной. Опять же таки, волнительный момент, что тут происходит, да? А тут у нас все точно так же. Какой я могу сделать вывод? Что у меня получилось сшить термосумку из очень нетипичных материалов. И, как и обещала, показать схожие по форме, а также, знаете, вот для тех, кто не шьет, покажется, что эти две модели одинаковые, но нет, посмотрите, они разные. Ну, разные не только потому, что у этой прозрачной есть прозрачная деталь и все видно, но тут швы по-другому. Здесь вот у меня шов сбоку, а здесь он выведен вверх. То есть технология пошива другая. Но несмотря на то, что они очень похожи между собой. Поэтому, как уже сказала, если вы новичок, я вам не рекомендую начинать с вот таких плотных изделий. Начните с вот таких. У меня очень давно есть мастер-класс на эту косметичку, либо же это может быть проектная сумка, как у меня. И если вы не видели этого мастер-класса, то ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите и вдохновляйтесь на шитье. Но на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.